поселке Подсолнечное время текло не по часам, а по событиям, до того, как мост починили, после того, как ураган повалил старую сосну, и, конечно же, до кота Кеши и с котом Кешей. Он был похож на маленький дикий огонек, тлеющий в золотой пыли. Его шерсть — это не просто полоски, а целая карта приключений, нарисованная самой природой. Сначала его видели крадущимся у сарая у въезда в поселок, потом греющимся на крыше бани у Петровича. Он не был навязчив, но был настойчив в своем присутствии. И постепенно поселок понял, он теперь тут живет. Его назвали Кешей просто потому, что имя подошло к его важному и немного задумчивому виду. Кеша не был ничьим. Он был общим. Но в его понимании все было ровно наоборот. Это он разрешал людям жить на своей территории. Его день начинался с инспекции. Ранним утром, когда туман еще цеплялся за нижние ветви яблонь, его силуэт скользил по заборам. Он заходил в открытые калитки, проверял, не пуст ли завтрак у тузика у магазина, принимал дань в виде кусочка колбасы от водителя «Газели», развозящего хлеб. Он здоровался носом к носу с пожилым псом-барбосом на цепи, а они соблюдали древние перемирия сторожей. Его маршрут был ритуалом, картой, которую он обновлял каждый день. Лето было царством Кеши. Все принадлежало ему: прогретые плиты тротуара, тенистые заросли малины, где можно было охотиться на сонных шмелей, и, конечно, рыбный день у причала на речке. Но настоящая работа Кеши была невидима. Он был регулятором настроения, мягким психологом в полосатой шкуре. Дачник Андрей. Молчаливый мужчина, приезжавший на выходные что-то яростно строить. Он сидел на ступеньках, уставший, с пустым взглядом. Кеша, не спрашивая разрешения, запрыгивал ему на колени, устраивался, начиная громкое мурлыканье. Андрей сначала замирал, потом его рука медленно опускалась на теплую спину. «Ну ты, брат, знаешь», — говорил он тихо. Через полчаса он снова брался за инструмент, но уже спокойнее. Кеша, сделав дело, уходил. Девочка Алена. У нее было много фантазий и мало слушателей. Кеша был идеален. Он лежал на травке, медленно виляя кончиком хвоста, пока она строила вокруг него сказочный мир из одуванчиков и камушков. Он был и принцем, и драконом, и волшебным зверем. Иногда, в знак высшего доверия, он приносил ей трофеи, дохлого жука или красивую шишку, аккуратно кладя их к ее ногам. Баба Маня. Ее он любил за покладистость и вкусную сметану. Но также и за тихие, долгие разговоры. Баба Маня рассказывала ему о своем огороде, о внуках в городе, о молодости. Кеша сидел на крыльце, прищурившись, и слушал. Он понимал интонацию, грустную, радостную, сердитую. И отвечал ей мурлыканьем, когда пауза затягивалась. Она говорила соседкам: «У меня Кеша, умнее иных людей, все понимает». Осень принесла дожди и первых в этом году чужаков, шумную компанию из города, снявшую соседний дом. Они громко смеялись, включали музыку и не соблюдали правила. Их дети бегали за Кешей, пытаясь его схватить. Кеша демонстративно игнорировал их, уходя на самую высокую ветку старой яблони. Он чувствовал дисгармонию. Однажды вечером, когда гости особенно шумели, случилось ужасное. От их костра, оставленного без присмотра, загорелась сухая трава у забора. Паника, крики, беготня с ведрами. И тут все увидели странное. Кеша, обычно избегавший суеты, носился между людьми и горящим участком, громко, почти отчаянно мяукая. Он подбежал к деду Николаю, который стоял в растерянности, ткнулся в его ноги, а потом побежал к своему сараю и повторил это снова. «Ребята, да он же показывает. Там, наверное, его котята». Крикнул кто-то. Люди кинулись туда. Котят не было. Зато за сараем, в старой поленнице,
спал, опьяненный дымом, глухарь, редкая, гордая птица, залетевшая в поселок. Его удалось спасти. После этого случая шумные гости смотрели на Кешу иначе. А на следующий день их глава, крупный мужчина, положил перед котом на крыльце не колбасу, а кусок лучшей жареной курицы. «Прости, брат. Не поняли мы тебя сначала. Хранитель ты, ясное дело». Кеша великодушно принял дань. Зима в подсолнечном засыпала все пушистым одеялом. Кеша отрастил более густую шерсть и превратился в пушистый полосатый шар. Его дневные походы стали короче, от бани Петровича до теплого подвала котельной. Но по ночам начиналась его тайная жизнь. При лунном свете, оставляя на снегу идеальные следы, он патрулировал спящее владение. Пробирался по снежным туннелям под заборами, слушал, как скрипят от мороза деревья, и следил за лисой, которая иногда наведывалась с окраины. Он был духом места, невидимым стражем под звездным небосводом, а в домах, глядя на его следы у крыльца утром, люди чувствовали себя спокойнее. Кеша ночью дежурил, все в порядке, говорили они. Ранней весной Кеша пропал на 3 дня. В поселке забеспокоились. Баба Маня оставляла на крыльце сметану, а Алена звала его тонким голоском. На 4-й день он вышел из-под того самого сарая у въезда. Усталый, важный и не один. За ним, неуклюже переваливаясь, вышла крошечная полосатая копия, котенок с его умными зелеными глазами. Он привел своего преемника на крыльцо к бабе Мане, как бы представляя. Потом повел к магазину, к Тузику. Показал ему забор, с которого видно весь поселок. Он учил его правилам, где можно брать угощение, а где не надо, кого нужно избегать, а кому можно доверять. А потом, когда котенок, названный Тишкой, подрос и начал совершать свои первые дерзкие вылазки, Кеша позволил себе отдохнуть. Он все так же лежал на своем любимом заборе, греясь в лучах, но теперь его взгляд чаще был обращен внутрь, на воспоминания о 1000 прожитых дней, о воронах, которых разгонял, о детях, которых утешал, о людях, которых сберег от одиночества в самый нужный миг. Он был не просто милым полосатым котом. Он был Кешей. Связующая нить, молчаливый свидетель, живое сердце поселка Подсолнечный. Его жизнь не была грандиозной, но она была целой вселенной, полной смысла, долгой и тихой, неприходящей любви к месту, которое он выбрал домом. И поселок отвечал ему тем же, на своем человеческом языке, миска молока у порога, открытой калиткой и уверенностью, что пока в переулке мелькает полосатый хвост, с этим местом все будет хорошо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!